Мерт Рамазан Демир и Ханде Эрчел неожиданно оказались в центре обсуждений, и то, что сейчас происходит вокруг этих имен, активно обсуждают не только поклонники сериалов, но и турецкие медиа. Кто-то говорит о резких переменах в карьере Мерта Рамазана Демира, которые могут полностью изменить его путь после «Зимородка». Другие обсуждают новые подробности вокруг Ханде Эрчел, которые появились практически одновременно сразу в нескольких источниках. И, если честно, некоторые из этих новостей выглядят куда более неожиданными, чем можно было предположить. Но это только начало. Параллельно всплыла история, которая уже вышла за пределы обычных новостей индустрии. Один из актеров оказался в центре серьезного расследования, и вокруг этой ситуации сейчас появляется все больше тревожных деталей. Турецкие медиа обсуждают записи камер наблюдения, показания и странные несостыковки, которые вызывают все новые вопросы. А в это же время другие актеры делают шаги, которые могут полностью изменить их карьеру. Один турецкий актер неожиданно получил роль в международном проекте Netflix. Другой ведет переговоры сразу о 2 крупных проектах. А один из популярных сериалов неожиданно начал покорять десятки стран мира. И, честно говоря, некоторые из этих историй выглядят куда более неожиданными, чем можно было ожидать. Сегодня разберем все, что сейчас обсуждает вся Турция. Что происходит с Мертом Рамазаном Демиром? Почему имя Ханде Эрчел снова оказалось в центре внимания? И какая история из турецкого шоу-бизнеса в последние дни вызывает самые бурные обсуждения? Смотрите до конца, потому что одна из новостей в этом выпуске действительно выглядит самой неожиданной. Мерт Рамазан Демир снова оказался в центре внимания турецкой индустрии сериалов. И, на мой взгляд, это вполне ожидаемо. После огромного успеха «Зимородка», где Мерт Рамазан Демир сыграл одного из самых обсуждаемых персонажей последних лет, внимание к его следующим шагам стало почти неизбежным. Когда актер оказывается внутри такого масштабного проекта, индустрия начинает внимательно наблюдать, сможет ли он выйти из образа, который сделал его знаменитым. Теперь актер готовится к совершенно новому этапу своей карьеры. И если зрители привыкли видеть Мерта Рамазана Демира в образе богатого и избалованного наследника, то следующий проект обещает показать его совсем с другой стороны. Речь идет о новом сериале «Юноша», где Мерт Рамазан Демир играет героя по имени Юсуф. И это уже совсем другой мир. Здесь нет роскошных особняков, дорогих машин и той беззаботной жизни, которая окружала его предыдущего персонажа. Юсуф – парень из небогатого района Стамбула, который с раннего возраста привык бороться за свое место в жизни. Он мечтает о спокойной судьбе и простой любви, но обстоятельства постепенно втягивают его в опасную игру, где на кону оказываются власть, деньги и старые обиды. Создатели проекта делают ставку на напряженную драму. История Юсуфа строится вокруг прошлого, которое внезапно возвращается и начинает разрушать все, что он пытался построить. И, как мне кажется, именно здесь скрывается главный интерес этой роли. Персонаж Мерта Рамазана Демира проходит серьезную внутреннюю трансформацию от обычного молодого человека, который просто хочет защитить близких, до человека, вынужденного принимать решения, за которые приходится дорого платить. Для самого Мерта Рамазана Демира этот сериал может стать действительно важным шагом. После «Зимородка» актеру необходимо было показать, что он способен выходить за рамки одного типа ролей. В турецкой индустрии это особенно важно. Актеры, которые слишком долго остаются внутри одного образа, рискуют застрять в нем на годы. И именно «Юноша», как я думаю, может стать тем проектом, который покажет Мерта Рамазана Демира как более зрелого и драматического актера. Интерес к сериалу уже подогревается и в социальных сетях. Поклонники активно обсуждают первые кадры со съемок и отмечают, насколько изменился образ Мерта Рамазана Демира. Более серьезный взгляд, более жесткая энергетика героя, совершенно другое настроение персонажа. И многие зрители уже пишут, что именно такие роли позволяют актеру раскрыться по-настоящему.
Но пока Мерт Рамазан Демир готовится к новой роли и к новой главе своей карьеры, еще одна звезда турецких сериалов в последние дни тоже оказалась буквально повсюду на страницах журналов, в рекламных кампаниях и в обсуждениях поклонников. И, честно говоря, это имя сейчас снова звучит очень громко. Речь, конечно же, о Ханде Эрчел. Имя Ханде Эрчел на этой неделе звучит буквально повсюду. И, если честно, складывается ощущение, что куда ни посмотри, везде появляется Ханде Эрчел. На мой взгляд, это хороший пример того, как сегодня работает медийная машина вокруг крупных звезд. Несколько новостей выходит почти одновременно, и актриса снова оказывается в центре обсуждения. Во-первых, Ханде Эрчел стала новым амбассадором косметического бренда Flormar. Для актрисы это сотрудничество стало одним из самых заметных рекламных проектов последних месяцев. Компания получилась яркой и очень визуальной, поэтому фотографии Ханде Эрчел практически сразу начали распространяться по социальным сетям. Турецкие медиа тоже быстро подхватили эту новость, и обсуждение рекламной кампании появилось сразу на нескольких крупных площадках. Но на этом новости о Ханде Эрчел не закончились. Почти одновременно актриса появилась и на обложке одного из самых известных журналов Harper's Bazaar Terror. И здесь внимание зрителей привлекло не только само появление актрисы на обложке, но и то, что рядом с ней была ее сестра Гамзи Эрчел. Фотосессия получилась довольно теплой и личной. Многие зрители заметили, что когда рядом с Ханде Эрчел находится ее сестра, ее образ будто становится другим. Исчезает привычная дистанция между звездой и публикой, и на первый план выходит более человеческая сторона, семейная близость, воспоминания о детстве, общие эмоции. Особенно внимание поклонников привлекли слова из интервью, которые Ханде Эрчел дала для этого выпуска. Актриса рассказала о своей семье, о том, как ее воспитывала мама, и о том, какое влияние эти отношения оказали на ее характер. По словам Ханде Эрчел, ее мама была человеком сильных чувств, она могла одинаково ярко любить и также ярко спорить. И именно от нее, как призналась актриса, она научилась понимать, что такое по-настоящему глубокие эмоции. Но со временем Ханде Эрчел пришла к выводу, что в жизни важно находить баланс и учиться сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Поклонники заметили, что интервью получилось неожиданно откровенным. В нем Ханде Эрчел показала себя не только как успешную актрису и медийную фигуру, но и как человека, который прошел через личные трудности и смог сделать из них определенные выводы. И пока Ханде Эрчел продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых актрис Турции, на экраны готовится выйти еще один проект, который может вызвать не меньше интереса у зрителей. Причем речь идет о сериале с актером, имя которого давно ассоциируется с сильными драматическими ролями. Это новый сериал «Доктор в другой жизни», где главную роль исполняет Ибрагим Челиккол. Новый сериал «Доктор в другой жизни» начал привлекать внимание зрителей еще до выхода первых серий. И причина здесь во многом понятна. В центре истории стоит актер, имя которого давно ассоциируется с сильными и эмоционально насыщенными ролями. Речь идет об Ибрагиме Челикколе, одном из самых узнаваемых актеров турецких драм последних лет. Зрители хорошо помнят Ибрагима Челиккола по таким проектам, как «Черно-белая любовь», «Дом, в котором ты родился», «Твоя судьба» и другим сериалам, где его герои всегда оказываются внутри сложных человеческих историй. Поэтому новость о новом проекте с его участием сразу вызвала интерес. Когда актер с такой репутацией появляется в новой драме, ожидания зрителей обычно поднимаются довольно высоко. В сериале «Доктор в другой жизни» актер играет талантливого врача по имени Инан Курал. Это человек, который много лет посвятил медицине и сумел добиться серьезных успехов в своей профессии. Его карьера развивается стабильно, коллеги уважают его, пациенты доверяют. Со стороны может показаться, что жизнь Инана Курала движется по четкой и предсказуемой траектории. Но именно такие истории чаще всего и ломаются в самый неожиданный момент. После одного трагического события жизнь героя резко меняется. Когда Инан приходит в себя,
он узнает, что из его памяти словно исчезли последние 12 лет. Все, что происходило за это время, отношения, решения, события, оказывается для него словно чужой биографией. Представьте себе состояние человека, который просыпается и понимает, что окружающий мир стал другим. Люди рядом с ним изменились. Связи между близкими уже не те, какими он их помнит. А собственная жизнь за эти годы пошла по пути, о котором он не имеет ни малейшего представления. С этого момента и начинается главная история сериала. Герою Ибрагима Челиккола приходится буквально заново знакомиться со своей собственной жизнью. Он пытается понять, каким человеком он стал за эти годы, какие решения принимал и какие последствия эти решения оставили после себя. И чем дальше он продвигается в этом поиске, тем больше появляется вопросов. Сюжет постепенно раскрывает не только личную историю врача, но и сложную сеть отношений вокруг него. Старые конфликты, забытые обещания, скрытые эмоции – все это начинает всплывать на поверхность. Создатели сериала делают ставку не только на медицинскую тему. В центре истории оказывается гораздо более глубокий вопрос: может ли человек заново понять себя, если целый кусок его жизни вдруг исчезает из памяти? И именно поэтому роль Инана Курала вполне может стать одной из самых сильных в карьере Ибрагима Челиккола. А пока зрители только ждут выхода «Доктора в другой жизни», еще один турецкий актер уже делает шаг за пределы национальной индустрии. Причем этот шаг ведет прямиком в международный проект крупной стриминговой платформы. Речь идет об актере Баране Кузуме, который неожиданно оказался в актерском составе нового сериала Netflix. Имя Барана Кузума хорошо знакомо зрителям турецких сериалов. Актер стал широко известен после исторической драмы «Великолепный век» Кесем, а позже закрепил свое положение в проектах «Фи», «Чи», «Пи» и «Вавилон». И теперь, судя по последним новостям, Баран Кузум делает шаг, который может заметно изменить траекторию его карьеры, выходит на международную сцену. Стало известно, что Баран Кузум вошел в актерский состав нового проекта Netflix. Это международный сериал, над которым работает канадский актер и продюсер Дэн Леви, обладатель премий Эмми и «Золотой глобус». И если смотреть на ситуацию трезво, сам факт такого сотрудничества уже многое говорит о том, как меняется положение турецких актеров в мировой индустрии. Их все чаще начинают рассматривать не только внутри национального рынка, но и на международных площадках. Интересна и сама история того, как Баран Кузум получил эту роль. По информации из индустрии, кастинг проходил дистанционно, через видеозвонок. Фактически актер прошел онлайн-пробы, после которых команда проекта приняла решение утвердить его в сериал. Еще несколько лет назад подобная схема казалась бы почти невероятной, но сегодня международные проекты все чаще работают именно так. Однако на этом детали не заканчиваются. Первоначально персонаж, которого должен был играть актер, был прописан как герой из другой страны. Но после того, как роль получил Баран Кузум, сценаристы решили изменить происхождение персонажа. В итоге герой стал турком, а некоторые детали образа были переписаны специально под актера. Такие решения в индустрии принимаются не так часто. Обычно это происходит только тогда, когда команда проекта уверена в выбранном актере и хочет адаптировать роль именно под него. Более того, имя персонажа тоже было выбрано при участии самого Барана Кузума, что дополнительно показывает степень доверия к его участию в проекте. Съемки сериала уже завершены, и теперь зрители с интересом ждут его выхода на Netflix. Для Барана Кузума этот проект может стать своеобразной дверью в более широкую аудиторию. И, честно говоря, подобные шаги сегодня выглядят вполне закономерно. Турецкие актеры все чаще начинают двигаться в сторону международных платформ. Но если история Барана Кузума – это пример карьерного роста и расширения возможностей, то следующая новость из турецкого шоу-бизнеса звучит куда напряженнее. На этот раз обсуждения связаны не с новой ролью и не с премьерой, а с историей, которая привлекла внимание не только поклонников сериалов, но и правоохранительных органов.
В центре этой истории оказался актер Сунай Куртулуш. Имя Суная Куртулуша в последние дни активно обсуждается в турецких новостях, и на этот раз внимание связано не с новым сериалом или премьерой. Актер оказался в центре расследования после того, как в одном из районов Стамбула в доме была обнаружена женщина по имени Айшегюль Эраслан. Эта история довольно быстро вышла за пределы обычных новостей шоу-бизнеса и привлекла внимание более широких медиа. Ситуация стала активно обсуждаться после появления записей с камер наблюдения. На них видно, как Сунай Куртулуш заходил в дом Айшегюль Эраслан примерно за час до произошедшего, а спустя некоторое время покинул его. Именно этот момент и стал причиной того, что актера вызвали для дачи показаний. В подобных историях даже небольшая деталь быстро становится предметом обсуждения, особенно когда речь идет о публичной фигуре. По словам самого Суная Куртулуша, их встреча не была чем-то необычным. Он рассказал, что между ними произошел короткий разговор, во время которого женщина в шутку ударила его по щеке. Актер отметил, что подобная шутка ему не понравилась, после чего он сказал, что такие вещи для него неприемлемы, и ушел. Но после того, как эта новость появилась в медиа, вокруг ситуации начали появляться различные версии. Один из знакомых Айшегюль Эраслан публично заявил, что найденное в доме письмо якобы написано не ее рукой. Это заявление очень быстро распространилось в социальных сетях и вызвало волну обсуждений. Позже этого человека задержали за распространение информации, которая могла ввести общественность в заблуждение. Власти призвали дождаться официальных результатов расследования и не делать поспешных выводов. И, если говорить откровенно, в подобных ситуациях именно это и выглядит самым разумным шагом. Когда история только начинает раскручиваться, очень легко потерять границу между фактами и предположениями. Сам Сунай Куртулуш продолжает сотрудничать со следствием и уже дал необходимые объяснения. На данный момент следственные органы продолжают проверять обстоятельства произошедшего, а окончательные выводы пока не сделаны. Эта история стала одной из самых обсуждаемых тем последних дней в турецких медиа. Поклонники сериалов внимательно следят за развитием событий, надеясь, что со временем появится больше точной информации и ситуация прояснится. Но даже на фоне таких напряженных новостей индустрия не останавливается. Съемки продолжаются, запускаются новые проекты, подписываются контракты. И одной из актрис, которая совсем скоро появится в новом кинопроекте, стала Пынар Денис. Имя Пынар Денис хорошо знакомо зрителям, особенно после огромного успеха сериала «Правосудие», где актриса сыграла прокурора Джейлен. Эта роль, по сути, стала переломной в ее карьере. После «Правосудия» Пынар Денис перестали воспринимать просто как еще одну популярную актрису, и ее начали рассматривать как исполнительницу серьезных драматических ролей. И, как мне кажется, именно с этого момента ее проекты стали выбираться гораздо внимательнее. Недавно стало известно, что Пынар Денис получила новую роль в полнометражном фильме. В этом проекте актриса сыграет героиню по имени Дифне. Ее персонаж оказывается в очень сложной жизненной ситуации, буквально между двумя близкими людьми, которые находятся в серьезном конфликте. Речь идет о ее муже и ее отце. И именно между этими двумя сторонами Дифне вынуждена искать выход из непростого положения. Такая история почти всегда строится на внутреннем напряжении. Когда человек оказывается между долгом, чувствами и семейными обязательствами, каждое решение начинает иметь последствия. И, если честно, подобные роли как раз подходят Пынар Денис. Она уже не раз показывала, что умеет работать с эмоционально сложными персонажами, где важно не только действие, но и внутренние переживания героя. Партнерами Пынар Денис в этом проекте станут опытные актеры турецкого кино. Экранного мужа ее героини сыграет Осман Санант, известный по множеству драматических ролей, а образ ее отца воплотит на экране Алтан Эркекли, один из самых уважаемых актеров турецкой индустрии. Когда в проекте собирается такой актерский состав, это почти всегда означает, что создатели делают ставку именно на актерскую игру и сильную драму. Интересна и еще одна деталь.
Ранее Пенар Денис должна была участвовать в другом громком проекте, где ее партнером по съемкам мог стать Кеванч Татлытук. Этот сериал уже обсуждался в индустрии, и ожидания вокруг него были довольно высокими. Но в итоге актриса решила отказаться от участия и сосредоточиться на новом фильме. Такие решения в карьере актеров на самом деле многое говорят о том, как они видят свое дальнейшее развитие. Иногда отказ от громкого телевизионного проекта означает желание попробовать себя в другом формате или в другой драматургии. И складывается ощущение, что Пенар Денис сейчас как раз находится в той точке карьеры, когда выбор ролей становится особенно важным. Поклонники актрисы уже с интересом ждут подробностей о новом фильме, ведь каждая ее новая работа сейчас вызывает заметный интерес у зрителей. Но пока одни актеры готовятся к съемкам новых проектов, другие еще только выбирают, где именно появится в ближайшее время. И одно имя в последние дни все чаще появляется в обсуждениях индустрии. Речь идет об актере Альпе Наврузе. Альп Навруз уже давно входит в число актеров, за чьими карьерными шагами индустрия наблюдает особенно внимательно. Зрители хорошо помнят его по сериалам «Госпожа Фазилет и ее дочери», «Не отпускай мою руку» и исторической драме «Барбароссы». За последние годы он успел поработать в разных жанрах, от романтических историй до более тяжелых драматических ролей, и у меня складывается ощущение, что именно этот баланс и позволил ему держаться в числе востребованных актеров. Сейчас вокруг имени Альпа Навруза снова начали появляться разговоры. По информации из индустрии, актер рассматривает участие сразу в 2 новых кинопроектах. Подробности пока держатся в секрете, ни название, ни сюжетные линии официально не раскрываются. Но сам факт переговоров уже вызывает интерес, потому что в такие моменты обычно и формируется следующий этап карьеры актера. Если честно, мне кажется, что этот момент для Альпа Навруза довольно показательный. После нескольких заметных сериалов актеры часто оказываются перед выбором – продолжать работать в телевизионном ритме или попробовать себя в полнометражном кино. И судя по тому, как сейчас обсуждаются его будущие проекты, он как раз находится на этой развилке. Известно лишь, что речь идет о фильмах с серьезными бюджетами. А это уже совсем другой масштаб производства. В таких проектах обычно гораздо выше требования к актерской игре, к драматургии, к самому персонажу. И, как мне кажется, именно такие роли могут дать актеру возможность выйти из привычного телевизионного образа. Поклонники актера уже начали строить собственные предположения. Многие считают, что Альп Навруз сознательно ищет проекты, где сможет показать более сложных персонажей. И я бы сказал, что такая логика вполне понятна. Актеры, которые слишком долго остаются внутри одного амплуа, рискуют начать повторять самих себя. Пока официальных заявлений о будущих проектах Альпа Навруза еще нет. Но источники в индустрии уверены, что новости могут появиться уже совсем скоро. И если честно, именно такие моменты всегда особенно интересны, когда актер делает выбор, который может изменить направление его карьеры. А тем временем стриминговые платформы продолжают все активнее укреплять свое присутствие в турецкой индустрии. Все больше проектов создается специально для онлайн-площадок. И один из таких сериалов уже начал привлекать внимание зрителей благодаря своему актерскому составу. Речь идет о новом проекте, в котором задействован актер Джем Давран. Актер Джем Давран – фигура, которая давно и прочно присутствует в турецкой индустрии. За годы карьеры он успел поработать в самых разных форматах, от комедийных проектов до серьезных драм. И если честно, именно такая универсальность всегда делала его интересным актером, он умеет органично существовать в совершенно разных историях. Теперь стало известно, что Джем Давран присоединился к актерскому составу нового сериала «Воспоминания о Стамбуле», который создается для платформы Netflix. Проект основан на произведениях известного турецкого писателя Ахмета Умита, автора детективных романов, который уже много лет пользуется популярностью как в Турции, так и за ее пределами. Если говорить откровенно, выбор этого материала для экранизации выглядит довольно логичным.
Книги Ахмета Умита давно воспринимаются как истории, которые буквально просятся на экран. В них всегда есть напряженная атмосфера, тайны прошлого и сложные человеческие судьбы. И, на мой взгляд, именно такие сюжеты сегодня лучше всего работают на стриминговых платформах. По предварительной информации, первый сезон «Воспоминаний о Стамбуле» будет состоять из 8 серий. Такой формат тоже характерен для онлайн-проектов, меньше эпизодов, но при этом более плотная история и более детально прописанные персонажи. Создатели сериала уже намекнули, что история может получить продолжение, если проект получит хороший отклик у зрителей. И здесь многое будет зависеть от того, насколько удачно получится передать атмосферу произведения Ахмета Умита, потому что его книги ценят не только за детективный сюжет, но и за особое настроение, которое создает сам город Стамбул. Для Джема Даврана участие в таком проекте, как мне кажется, тоже выглядит довольно интересным шагом. Стриминговые платформы сегодня дают актерам немного другую творческую свободу. Там меньше ограничений телевизионного формата и больше пространства для сложных персонажей. Именно поэтому все больше актеров с опытом начинают появляться в проектах Netflix и других платформ. Это уже не просто альтернатива телевидению, это отдельная часть индустрии со своими правилами. Но пока крупные платформы запускают новые сериалы, на турецком телевидении тоже происходят изменения в актерских составах. Иногда в уже готовые проекты неожиданно приходят новые актеры. И одна из таких новостей касается популярного актера Бурака Челика. Имя Бурака Челика хорошо знакомо зрителям турецких сериалов. Многие помнят его по исторической драме «Основание» «Осман», где его персонаж стал одним из заметных героев истории. После этого проекта Бурак Челик продолжил активно работать в индустрии и постепенно закрепил за собой репутацию актера, который уверенно чувствует себя в проектах с напряженным сюжетом. Недавно стало известно, что Бурак Челик присоединился к актерскому составу нового сериала «Подполье». Пока создатели проекта не раскрывают подробности истории, но уже известно, что сюжет будет связан с миром, где переплетаются власть, деньги и опасные решения. И, честно говоря, подобные истории в турецкой индустрии почти всегда привлекают внимание зрителей. Когда сериал строится вокруг скрытых конфликтов, борьбы за влияние и сложных моральных выборов, у сценаристов появляется больше пространства для драматических поворотов. А для актеров – возможность показать более жесткие и многослойные характеры. Пока не раскрывается и то, какого именно персонажа сыграет Бурак Челик. Но уже сейчас поклонники активно обсуждают его участие в проекте. И у меня складывается ощущение, что его появление в сериале может быть не просто эпизодическим. Обычно, когда к проекту на раннем этапе присоединяется узнаваемое лицо, продюсеры рассчитывают, что этот актер станет одной из опор истории. Кроме того, в турецкой индустрии часто бывает так: новость о новом актере в проекте начинает подогревать интерес зрителей еще до выхода первых серий. Люди начинают строить предположения о персонаже, обсуждать возможные сюжетные линии, и сериал постепенно получает внимание еще на стадии производства. Но сегодня турецкая индустрия сериалов развивается не только внутри страны. Все чаще проекты из Турции становятся популярными далеко за ее пределами. И один из таких сериалов продолжает уверенно расширять свою аудиторию по всему миру. Речь идет о проекте «Меня зовут Фарах». Сериал «Меня зовут Фарах» стал одним из тех проектов, которые сумели выйти далеко за пределы турецкого телевидения. История героини по имени Фарах довольно быстро привлекла внимание зрителей не только в Турции, но и за ее пределами. И, если честно, такие случаи всегда особенно интересны, потому что именно они показывают, какие проекты способны работать на международную аудиторию. Главные роли в сериале исполнили Демет Оздемир и Энгин Акюрик. Их экранный дуэт, как мне кажется, сыграл одну из ключевых ролей в популярности проекта. Оба актера умеют работать с эмоционально сложными персонажами, и в этой истории им пришлось пройти через довольно тяжелые драматические линии. Сама история строится вокруг героини, которая оказывается в очень непростых обстоятельствах.
Сюжет сочетает напряженную драму, личные переживания и элементы опасности. То сочетание, которое зрители турецких сериалов обычно воспринимают особенно эмоционально. И, как показывает практика, именно такие проекты легче всего находят отклик у международной аудитории. И теперь стало известно, что «Меня зовут Фарах» продолжает расширять свою географию. Право на показ сериала уже проданы более чем в 80 стран, и этот список постепенно увеличивается. Совсем недавно стало известно, что сериал готовится к показу и в странах Латинской Америки. Для турецкой индустрии этот регион имеет особое значение. Если сериал успешно выходит на латиноамериканский рынок, он часто получает вторую волну популярности. И, на мой взгляд, именно это сейчас может произойти с «Меня зовут Фарах». Такая международная дистрибуция еще раз показывает, насколько сильно турецкие сериалы укрепили свои позиции на мировом рынке. Еще 10-15 лет назад подобные масштабы были скорее исключением. Сегодня же Турдизи постепенно превращается в один из самых заметных телевизионных экспортных продуктов. И если посмотреть на все новости последних дней, становится довольно ясно, индустрия продолжает двигаться вперед и постоянно меняется. Мерт Рамазан Демир готовится к новой роли. Ханде Эрчил остается одной из самых обсуждаемых актрис. Новые сериалы и фильмы появляются один за другим, а турецкие актеры все чаще выходят на международные проекты. Если честно, наблюдать за этим процессом сейчас особенно интересно. Индустрия находится в моменте активных перемен, и именно в такие периоды обычно появляются самые громкие истории. И на этом сегодня все. Если выпуск оказался для вас интересным, поддержите его лайком. Это действительно помогает каналу развиваться. И, конечно, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропускать новые новости о турецких сериалах и актерах. И обязательно напишите в комментариях, какая новость сегодня привлекла ваше внимание больше всего. Нам всегда интересно читать ваше мнение и обсуждать все вместе. Спасибо, что вы проводите это время вместе с каналом «Любовь и мечты». До встречи в следующем выпуске.